Добрый день, это Таро-прогноз, Таро-предсказания для знака зодиака Водолей. Это общий прогноз, поэтому возьмите только самое лучшее отсюда, то, что резонирует с вами. Вы можете смотреть этот прогноз, если у вас Солнце, Луна, асцендент в знаке зодиака Водолей, либо стеллиум планет, то есть 3 и более планеты в Водолее, любые планеты это могут быть. Итак, у меня в руках карты Оракул «Лучезарное солнце». Здесь еще на столе Таро «Мистический понедельник». Мистические понедельники. Это Таро было создано тарологом из США. И я как раз первый раз взяла его на расклад именно на месяц октябрь. Итак, я раскладываю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет Водолеев в октябре? Первая карта – это Юпитер в Козероге или карта контроля. Это карта упрочнения каких-то связей, дел, контрактов, договоров и даже каких-то брачных, может быть, соглашений. Если вы уже состоите в браке или у вас есть партнер, то Юпитер в Козероге – это что-то такое серьезное, то есть уверенность в вашем партнере. Конечно, эта карта может носить не совсем такой положительный оттенок в том плане, что, может быть, партнер контролирует вас или вы чрезмерно контролируете партнера. Но это такая вот мудрость, это как будто бы контроль над самой жизнью. Здесь у многих водолеев может встретиться человек, который из другой страны, старше вас по возрасту, ну, либо если вы, например, уже там соответствующего возраста, то может быть и младшего, да, то есть с разницей в возрасте. И этот человек как бы открывает целый мир для вас. Вот вы увидите в нем или в ней какую-то особую мудрость. Это очень хорошая карта, очень сильная такая мощная карта. И положение Юпитера в Козероге, да, это всегда какое-то уважение, авторитет. То есть это какие-то авторитетные люди в вашем кругу. Может быть, это вообще учителя, какие-то советники. И, кстати, очень актуальна для вас будет вообще тема наставничества и обучения, потому что затмения 14 октября пройдут как раз в вашем 9 секторе всего иностранного. Поэтому каким-то образом ваш круг уже есть эти люди, да, или они, может быть, войдут именно в октябре. Может быть, кто-то пойдет учиться, может быть, кто-то хочет найти какого-то гуру, наставника, либо это, может быть, замужество, второй брак, да, часто проходит по 9 дому. И в том числе это могут быть люди из других стран, с другой культурой и очень уважаемые люди. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, чтобы посмотреть все в целом, да, потому что все сферы жизни взаимосвязаны. Опять Юпитер в Стрельце, и здесь уже второй сектор, то есть финансовый. Опять же говорит о том, что у вас будет какая-то связь с иностранными культурами. Может быть, это деньги из-за рубежа, может быть, вы храните деньги в иностранной валюте. Здесь у нас есть еще в этой карте Луна и Солнце, да, и это какая-то связь с вашим партнером, то есть это может быть кармический партнер, родственная душа, и вот этот сектор, да, где карта лежит, это еще 8 сектор, то есть это какая-то интимная, глубокая жизнь, да, какие-то даже тайные могут быть отношения, и, ну, не то чтобы отношения, а вот кармические отношения, поэтому здесь у вас может быть очень тесная такая интимная связь с человеком другой культуры или который живет далеко от вас. Но если, например, для вас эта тема не очень актуальна, то здесь могут быть, на вас как-то может влиять иностранная культура в вашей работе. Может быть, вы сами преподаете или пойдете учиться. И тогда выбирайте такой университет, может быть, какой-то международный, да. Либо вы получаете какой-то определенный сертификат, благодаря которому вы зарабатываете на международном уровне ваша зарплата.
Это вообще благоприятная карта успеха, удачи, если вы ищете какую-то новую работу, новый вид заработка, открываете бизнес, поступаете на учебу. Везде здесь можно сказать, что ответ «да», потому что Юпитер в Стрельце в знаке своей обители несет счастье, процветание и успех. Поэтому уже такие две замечательные первые карты. Я думаю, что многих водолеев ждет успех, да еще и затмение в вашем 9 доме. Поэтому карта общения такого, ну, как бы здесь у нас Луна в весах, и это еще и 3-9 сектор, как раз там, где у вас происходит затмение. И это какие-то люди вокруг вас. Вы часто можете быть в компании других людей. Может быть, у вас сменится круг людей, с которыми вы общаетесь. Среди них могут быть кто-то наиболее интересный, да, потому что здесь у нас все-таки знак Венеры, весов. Вы можете заключать какие-то, опять же, договора, какие-то соглашения. Может быть, если вы учитесь, или какая-то, может быть, группа по изучению иностранных языков, просто форум, да, новые соседи, новые какие-то знакомые, друзья. Это тоже, опять же, благоприятная карта. Вы будете очень коммуникабельны, и вам стоит знакомиться с другими людьми по этой карте. Вам стоит находиться в какой-то группе, в компании. Вообще для водолеев это свойственно. Вы любите дружить, общаться, поэтому здесь вы как бы полностью можете раскрыть все свои качества своего солнечного или лунного знака. А вот 4 и 10 сектор, да, здесь карта Сатурна, да, что очень благоприятно, но в Близнецах. Сатурн в Близнецах чувствует себя не очень хорошо, и здесь мы видим такой знак, когда сказанные какие-то слова, да, выражения могут играть против вас, да, либо, может быть, необдуманно сказаны какие-то слова, либо, наоборот, несказанные, да, что-то невысказанное. Поэтому здесь у вас могут быть несколько напряженные отношения со всеми вышестоящими людьми. Но это не значит, что дела не будут продвигаться. Все равно здесь все-таки Сатурн. Просто вам придется приложить усилия, например, если вы делаете какие-то запросы, если вы ведете какие-то переговоры с начальником, с вышестоящими. Может быть, это с родителями у вас какой-то нужно решить какой-то вопрос. И здесь у вас просто не складывается общение, разговор. Может быть, какие-то документы не приходят, или вы ждете какое-то направление, повышение. И вот здесь как будто бы что-то еще есть, какие-то препятствия для того, чтобы вы дальше продвинулись либо по карьере, либо дальше к вашей цели какой-то. То же самое может быть связано с недвижимостью, может быть, вы обговариваете какие-то вопросы, где вам жить, стоит ли вам переезжать, либо у вас какие-то есть затруднения с переездом, да. Здесь могут быть трудности в этих вопросах. 5-11 сектор – это тоже социальная жизнь. Здесь опять карта гармонии. Посмотрите, как прекрасно. Луна в весах. Здесь у нас было Солнце в весах, а здесь Луна в весах. Вообще очень многие водолеи будут открывать для себя какие-то новые горизонты общения. Новый друг или подруга у вас может появиться. Вы можете по-новому смотреть на мир, могут исполниться какие-то ваши мечты. Если у вас есть дети, то улучшится отношения с детьми, с внуками. Любые дети даже могут входить каким-то образом в вашу жизнь. Посмотрите, здесь Солнце, гармония, то есть вы гармонизируете все свои связи, контакты, начнете заниматься каким-то, может быть, новым творчеством, хобби. И, конечно, это могут быть еще и романтические отношения, такие полудружеские, полулюбовные, как вам и нравится. То есть не исключено, что вы познакомитесь с кем-то интересным здесь, или просто это будут такие хорошие друзья, приятели, и как-то вот они будут влиять на вас очень гармонично. 5-11 сектор – это сектор исполнения желаний. Может быть, кто-то желал иметь ребенка, либо у вас были какие-то другие желания относительно себя, своей личности, самосовершенствования. И вот это, может быть, очень даже сбудется. Ведь еще у нас в октябре затмение в секторе, в вашем 10 секторе гороскопа, если я не ошибаюсь, и
Плутон тоже продвигается вперед, то есть Плутон начнет свое движение в октябре, и как раз он приближается к вашему знаку зодиака, вдали к вашему первому дому, поэтому что-то может меняться в вашем сознании, в вашей внешности, в ваших партнерских отношениях. Водолей — это бесконечная череда перемен, вот мне кажется, на ближайшие годы. Кстати, Юпитер как раз останавливается, да, в 4-м секторе, вот это и может давать застойный какой-то момент относительно ваших дел с недвижимостью, с переездом, может быть, ремонт у вас медленно идет или останавливается по каким-то причинам, или там кто-то от вас еще не съехал, да, хотя уже вроде бы все должно было быть к этому готово. Но здесь могут быть какие-то застойные моменты. А здесь вот, как я говорю, сектор общения, ваш сектор вообще 11-й, здесь у вас гармоничная очень карта, и это какой-то успех. Как в новом бизнесе, как в новом хобби, так и просто в общении с другими людьми. Самый главный сектор 6-12, и здесь у нас Марс в Деве. Марс в Деве — это какая-то критика, какая-то чрезмерная придирчивость, может быть, даже, да. И что здесь можно сказать? Ну, например, если у вас есть какие-то вопросы со здоровьем, что-то вас беспокоит, то, может быть, вы как-то надумываете чересчур себе какие-то заболевания. Если у вас есть какие-то люди, которые помогают вам по хозяйству, работники ваши, либо коллеги на работе, тоже вы можете чересчур к ним придираться, либо они очень к вам придираются, да, просто вот буквально смотрят за каждым вашим словом, что вы надели, что вы сказали, что вы сделали. Ну, либо вы можете такие качества Девы перенять, и хотя вы очень дружелюбные водолеи, но вот именно в октябре, может быть, возникнет какая-то ситуация, когда вы действительно захотите покритиковать других людей, особенно если вы занимаете какое-то начальствующее положение. Но здесь, я говорю, есть свои плюсы, потому что это какое-то активные дела в быту, какие-то заботы и хлопоты вас ждут. Мне хочется дополнить еще наш расклад картами с колоды «Мистический понедельник». Я возьму 2 карты. Это карта «Отшельник» и «Десятка мечей». Очень интересно. Но по отшельнику здесь, конечно, вы ждете разрешения какой-то ситуации. Может быть, это связано как раз с вашим местом жительства. И как будто вы ищете еще что-то. Но это не обязательно с местом жительства, ведь карта «Отшельник» может еще и говорить о 9-м секторе, где у вас затмение происходит. То есть, может быть, вы решаете уехать в какое-то путешествие, либо вы думаете, куда вам стоит поехать, либо, если это не связано конкретно с физическим путешествием, это могут быть какие-то философские искания, религиозные. 9-й сектор — это очень широкий сектор гороскопа, новых знаний каких-то. И по карте «Отшельник» вы можете вот пускаться как мысленно, так и реально в какие-то далекие места, что-то новое изучать, что-то искать для себя. Вы как будто бы находитесь в поисках каких-то новых истин. А по карте «Десятка мечей», ну, это либо какая-то ситуация, которая заставит вас, может быть, как раз заставит вас начать какие-то новые поиски себя и свою жизнь пересмотреть даже. Либо это окончание какой-то ситуации, может быть, даже окончание вот этих самых поисков и новая дорога. Давайте возьмем еще одну карту. Что здесь может быть? Карта звезда. Ну да, это какой-то новый путь у вас. У вас как будто бы заканчивается что-то, и что-то другое начинается. Либо что-то закончится именно в октябре, что-то заставит вас переосмыслить свою жизнь. По карте звезда у вас будет, ну, как новое начало, новый путь, как я сказала. Это очень интересно. Это может быть связано с чем-то вот таким духовным, философским. Может быть, действительно вы решаетесь на переезд, на какую-то другую жизнь, на смену вашего образования и работы, и профессии, и вообще как-то вот меняете себя, свою личность. Но это, наверное, не удивительно, потому что у вас и так перемены. Плутон входит в ваш 1-й сектор, да, на оси 10-й, 9-й дом затмения, последнее, вот это как раз Телец, Скорпион. Да еще и 9-й сектор сейчас активный. Поэтому я думаю, что у Водолея будет много перемен. Но видите, по этим картам что могу сказать? Не бойтесь
заканчивать, не бойтесь, даже если какая-то ситуация огорчит вас, если вы чувствуете упадок энергии, что вы больше не можете идти дальше, вперед, что вы так долго искали, ничего не вышло, или, например, вы ждали, что ситуация разрешится каким-то образом, ну, какие-то у вас были особенные ожидания, но тут, может быть, вы понимаете, что нет, этого не будет, но для вас по карте звезда открывается какой-то новый путь, новые возможности, новые мечты, желания, и они намного приятнее, да, чем по карте отшельник, когда вы не знали, куда вам идти. Видите, здесь девушка стоит в комнате, открыто окно, но она смотрит в бок, как будто бы она не знает, да, как ей двигаться. А по карте звезда это совсем другое, другие энергии, они такие приятные, манящие, зовущие, какие-то очень такие романтичные даже. Поэтому, Водолеи, я надеюсь, что у вас все будет самое лучшее, что вы загадывали для себя в этой жизни. И в октябре у вас будет определенное какое-то продвижение, как в личной жизни, так и в работе, и вообще во всем, в чем вы хотите. Карта забирает на себя весь негатив, поэтому возьмите, пожалуйста, отсюда самое лучшее, все, что резонирует с вами. Подписывайтесь на мой канал. До встречи на новых видео. Всем пока.